Бог проявлен в Уране, Нептуне и Плутоне и разделен на три божества – Брахму, Вишну и Шиву. Это духовный треугольник, в котором Бог создает, поддерживает и разрушает. Три божества всегда работают вместе, и в истории Пахтания океана Брахма, Вишну и Шива тесно связаны между собой, чтобы создать нектар бессмертия, у которого была одна цель – сделать бессмертными Раху и Кету. Это была их конечная цель, о которой никто, кроме них, не знал. Брахма обещал дар бессмертия этому демону. Духовный треугольник – это та сила, которая заставляет все происходить, которая заряжает энергией вещь или событие. Это фоновые силы, которые вызывают творение, сохранение и разрушение всех других вещей, других планет, других знаков и домов. Они закулисные владыки. Брахма, Вишну и Шива – активирующие силы, стоящие за всем, созидательная, сохраняющая и разрушающая. Брахма – это творческий аспект всего от рождения Вселенной до рождения каждого живого существа, и это природа Урана. Это привнесение новых идей, вещей, которые всегда индивидуальны. Вишну или планета Нептун – это абсолютный аспект Бога, который проявляет себя как все в этом мире и позволяет жизни поддерживаться, чтобы она могла достичь зрелости. Шива приходит и убирает вещи, чтобы освободить место для других, и всегда выходит за уровень бытия. И это то, что делает Плутон. Где находится Плутон в карте человека или при его транзите, происходит то, что человек импульсивно вкладывает всю свою энергию, всю свою волю, все свое желание в то, что всегда заканчивается фальшиво и нереально. Плутон собирается избавиться от этого всего, и поэтому у эго не остается ничего, что могло бы заставить его чувствовать себя реальным, и это болезненное состояние. Нет другого пути, пока вы не отпустите потребность в эго, в планете, в которую попадает Плутон, вы будете страдающей единицей. Когда Вишну, Брахма и Шива проявляют к нам интерес, именно тогда жизнь становится значимой, и человек просто сжигает свою карму. Он наслаждается страданиями своей хорошей или плохой кармы. Уран – это сила Брахмы, чтобы создать то, кем вы на самом деле являетесь. И Шива может быть частью этого процесса. Если что-то должно быть разрушено, он будет там. И Вишну поможет вам удержать то, что необходимо. Вы можете полностью потерять свое эго и разрушить всю свою жизнь. Во время транзита Урана Уран создает вас теми, кто вы есть на самом деле. Это неожиданно, и могут быть кардинальные перемены, но происходит освобождение, так как нет ничего лучше, чем быть самим собой. Уран связан с разумом, генератор электрических импульсов, электрический ток. Это то, что дает чему-то жизнь. Уран проходит в одном знаке около 7 лет, и 7 лет каждый знак зодиака становится наэлектризованным, и когда он проходит через каждую накшатру, она получает природный электрический ток, и на человека обрушивается этот истинный электрический шторм. В жизни человека начинают происходить радикальные перемены, которые происходят благодаря этому электрическому источнику, и любая планета, находящаяся рядом с Ураном, будет освещена этим зарядом. Также на дом в гороскопе будет наведен данный природный импульс. Если Уран находится с Раху, у человека может быть опыт в потусторонних вещах, и к нему знания приходят из эфира. Уран с Кету может просто активировать человека, и он узнает о том, что он делал в прошлых жизнях. Уран связывает его прошлое с его текущим рождением. Уран дал энергию новому творению, но устройство, которое его приняло для дальнейшей реализации, например, оказался Раху. Всякий раз, когда происходит что-то новое, когда у кого-то появляется новая идея, это Уран. На протяжении всей вашей жизни вы будете либо создавать, либо иметь консервирующиеся отношения, либо разрушать. Это духовный треугольник. Заключается в том, чем больше мы проходим через него, тем больше мы реализовываемся и становимся более духовными и ближе к Богу.